Всем привет, ребята! Как вам и обещал в посте в моем телеграм-канале, сегодня будем обсуждать мероприятие от администрации «Золотой нефрит». Вся предварительная информация об этом событии уже была опубликована в моем телеграм-канале, поэтому если вы хотите получать инсайды по игре быстрее, чем на ютубе, обязательно подписывайтесь и будьте в курсе событий. Также не забывайте, что мы с ребятами регулярно выкладываем информацию о подарочных сертификатах от администрации, так что тем, кто еще не подписан, самое время это исправить. В рамках ивента нам предстоит бороться за очки, выполнять задания, следить за рейтингом и, конечно же, выжимать максимум своих ресурсов. А я постараюсь вместе с вами разобрать тактику для получения хорошего результата и высокого рейтинга. Ну а теперь по классике. Попрошу вас поставить лайк этому видео, заваривайте горячий чай или кофе и давайте начинать. Письмо с анонсом мы с вами получили еще вчера, где нам сообщили, что мероприятие от администрации будет проходить с 15 по 21 февраля. В текущем событии есть множество функций, с которыми мы сейчас и разберемся. В целом, кто давно играет в эту игру, уже сталкивался с мероприятиями такого формата. А вот для тех, кто с ними еще не знаком, давайте разберем основы этого ивента. И, конечно же, в данном событии куда же без кассии. Завтра стартует, пожалуй, одно из самых нелюбимых мероприятий для донатных игроков. Уже неоднократно были случаи, когда люди вливали большие деньги в это событие, но в итоге практически ничего не получали. Зато игроки без доната могли зарабатывать довольно большое количество лапок, полагаясь на удачу. Для тех, кто еще не видел информацию по этому событию, ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. В этот раз, скорее всего, я пропущу кассию и буду полагаться на удачу, играя без доната. И если мы с вами откроем календарь, то мы увидим 6 функций, доступных в меню мероприятия от администрации. И давайте с ними теперь разбираться. И первый раздел – это атака зверей-нянь, где наша задача бить шумингом нянь Огнерога и царя-нянь. За это мы будем получать награды. Каждая атака стоит 20 нефрита, которую вам необходимо будет добывать в период проведения мероприятия. За каждую атаку вы будете получать небольшой бонус в виде ускорений, банок опыта, алмазов, энергии губернатора и ящиков со снаряжением героев. За победу над монстром вы будете получать уже более ценные награды, которые вы сейчас видите на экране. Помимо этого, с шансом 20% у вас есть возможность открыть царя-нянь, с которого могут выпасть еще более ценные ресурсы. Он может быть атакован от 3 до 15 раз, и все будет зависеть от вашей удачи. Вероятность атаковать его более 10 раз составляет 10%. А главный приз за 10 и более атак зависит от общего банка, который находится в текущем меню и называется «Очки сокровищ». Я настоятельно рекомендую следить за текущим меню и стараться получить главный приз. Для этого ежедневные атаки лучше проводить после отметки 13-15 тысяч очков сокровищ. И кто знает, если вы поставите лайк этому видео, возможно, именно вам выпадет главный приз, который поможет опередить участника вашего сервера в борьбе за награды, о которой мы сейчас и поговорим. В данном меню мы видим общий рейтинг события. Он основан на количестве ударов, нанесенных по монстру, для которых требуется большое количество нефрита. За попадание в рейтинг топ-10 мы сможем получить скин Кои в полете. Визуально этот скин выглядит на 10 из 10, по моему мнению. Администрация традиционно старается к новогодним праздникам подготовить интересные скины, и этот не исключение. Если вы играете на сервере с большим количеством китов и донатных игроков, то шансов получить его, мягко говоря, немного. Но если вы, как и я, долгое время копите ресурсы, то шансы все же есть. Я сейчас нахожусь на довольно-таки конкурентном сервере с большим количеством азиатских донатных игроков, но думаю, что мои запасы и небольшой донат помогут мне зайти в топы этого события. А какие именно ресурсы я буду использовать, мы с вами обсудим немного позже. Те, кто находится в чате моего телеграм-канала, уже давно знают, о каких ресурсах идет речь. Но в любом случае, ближе к концу ролика я их обязательно озвучу. Касательно использования нефрита, то советую каждый день в период мероприятия забирать ежедневную награду, а вот в последний день события уже использовать все свои накопления. И переходим ко второму пункту, который называется «Счастливая весна». В данном меню вы получаете промежуточные награды за использование нефрита. В первом разделе без доната вы получаете награды слева, а два правых варианта уже за донат. В первом пакете за $5 вы получаете небольшое количество кристаллов огня, пару камней эссенции, мифические общие фрагменты героя и анимацию. В целом, я не вижу смысла в покупке данного набора. Что мы здесь получаем? Небольшое накопление ресурсов и анимацию, поэтому советую пропустить этот пакет и за $5 лучше приобрести какой-нибудь стандартный набор с талисманами или снаряжением губернатора. Пакет за $10, честно сказать, тоже не вижу смысла приобретать. Бафы мы и так можем получать за алмазы, а кристаллы огня и прочие материалы не стоят этих денег. Скин на 14 дней? Я не люблю временные скины и не вижу в них особого смысла. Так что этот набор я тоже не рекомендую приобретать. Но в любом случае выбор остается за вами. Это лишь мое личное мнение. И следующий пункт – это король весны. В этом меню наша задача выполнять задания в течение 7 дней, за которые вы будете получать небольшие награды, в том числе и нефрит, необходимый для атаки нянь в первом пункте.
В целом миссии стандартные, повторяются во всех мероприятиях такого формата от администрации. Всегда прошу обращать внимание на пятый день, так как он довольно-таки сложный. Обязательно ставьте камни эссенции или поделки, чтобы получить хотя бы минимальные награды в этот день. Седьмой день мероприятия тоже специфический, так как там нужны либо ускорения, либо компоненты для улучшения снаряжения губернатора, поэтому подготовьтесь к нему заранее. Что касается рейтинга, мы заходим в него и видим, что у нас есть возможность получать за ежедневный топ-рейтинги небольшое количество алмазов и ускорений. А вот за общий рейтинг мы с вами можем получить облик именной карточки, которая дает смертоносность войск. Ваша минимальная задача попасть в рейтинг топ-25 для ее получения. И немного позже я дам вам пару советов, как это сделать. Теперь давайте подумаем, как нам лучше использовать ресурсы, чтобы постараться закрыть сразу несколько мероприятий одновременно. Сегодня одна из опций– это пересечение мероприятия от администрации с ивентом «Король ледяного поля». Если вы стараетесь попасть в какой-либо рейтинг, то у вас есть возможность использовать фрагменты героев. С завтрашнего дня у нас стартует мобилизация Альянса, и тут уже опций становится гораздо больше. Большинство из вас знает, что завтра можно заработать большое количество очков в мероприятии от администрации. Ваша задача атаковать зверей и полярных ужасов, чтобы подняться как можно выше в рейтинге. И я являюсь владельцем ультраценной карты на месяц, которая позволяет мне атаковать зверей с помощью автоохоты. Сегодня я дождусь рестарта перед сном и запущу автоохоту, и уже утром у меня будет немалое количество очков, которые помогут укрепить мои позиции. Я не буду гнаться за рейтингом топ-1 в данном событии, так как если, условно говоря, в последний день меня скинут на второе место, то я получу всего лишь 50 фрагментов героя и 24 тысячи алмазов. Есть куда более приоритетные события, где можно получать алмазы и фрагменты героев. Поэтому моя рекомендация попасть в рейтинг топ-25, и этого будет вполне достаточно. Немного отвлеклись от пересечения мероприятий, давайте продолжим. Во вторник у нас есть возможность совместить сразу 3 мероприятия, используя общие фрагменты героев. Вы можете закрывать одновременно мероприятия от администрации и стандартные мероприятия в нашей игре, а именно гонку вооружений и мобилизацию Альянса. В среду, по такому же принципу, вы можете совместить 3 мероприятия, а именно мобилизацию Альянсов, мероприятия от администрации и мероприятия обучения офицеров, используя ускорение на обучение войск. В четверг лично для меня наступает один из самых важных дней в период мероприятия от администрации, так как в этот день можно использовать алмазы и совместить их с мобилизацией. Я накопил чуть меньше 2 миллионов алмазов. Именно эта опция является одной из ключевых для получения большого количества нефрита. В пятницу наша задача– постараться собрать как можно больше ресурсов. Не советую совмещать этот день с мобилизацией. Очков вы получите мало. А вот в субботу– последний день события, и у вас есть возможность совместить обучение офицеров, мобилизацию Альянса и мероприятия от администрации. Если вы видите, что вам не хватает очков для попадания в рейтинг топ-25, это будет хорошей возможностью добрать недостающие очки. В любом случае, я желаю каждому из вас попасть в рейтинг топ-25, но старайтесь сделать это грамотно. Я постарался вспомнить все основные варианты пересечения мероприятия в течение этой недели. И следующий раздел мероприятия– это новогодняя симфония. Ваша задача выполнять различные задания. Сразу скажу, они не обновляются каждый день, поэтому пройти их необходимо в течение всего ивента. За выполнение каждой задачи вы будете получать небольшое количество ресурсов, а за закрытие горизонтальных либо вертикальных линий– дополнительные награды. Вы сможете получать нефрит, кристаллы огня и жетоны облика. И, конечно же, классическая последняя миссия от администрации– покупка набора за $5. Если у вас минимальный донат, то в качестве альтернативы могу посоветовать набор празднования весны, где в целом неплохое накопление ресурсов, а также рамка аватара, которая дает защиту войск. Именно эти пакеты чаще всего будут приобретать игроки с большим донатом, чтобы получить нефрит в больших количествах и попасть в топы текущего раздела для получения скина. Опять же, это лишь одна из опций. Если вы знаете, что не будете гнаться за топом, то можете просто приобрести один из стандартных пакетов в игре за $5, чтобы открыть картину целиком. Следующий раздел является новым в игре и называется «Сосуд удачи». Как я понимаю, это бесплатная опция, где наша задача попадать стрелами в сосуд и за это получать промежуточные награды. В идеале необходимо попадать в желтую либо в зеленую зону. За это вы будете получать очки события. При наборе определенного количества очков мы с вами сможем получать дополнительные награды. В целом, это награды для игроков без доната, и они здесь очень хорошие. И думаю, каждый из вас сможет закрыть это событие целиком и забрать все призы. Давайте я сейчас попробую сыграть один раз.
По информации из чата моего телеграм-канала, максимальное количество очков за один этап составляет 4650 очков. Так что не забывайте заходить в этот раздел каждый день и забирать бесплатные награды. За этот раздел отдельное спасибо администрации, за то, что дают возможность игрокам без доната получать небольшие, но приятные бонусы в игре. Теперь давайте перейдем к следующему разделу, который называется «Преимущество пополнения». Если вы активно донатите в игру, то можете получать награды и в этом разделе, в том числе и данный облик марша. Напоминаю, если у вас несколько обликов марша, то их бонусы к скорости охоты складываются. Не забывайте об этом. Если вы хотите получить этот скин, то ваша задача потратить $60, чтобы разблокировать облик марша. Что касается визуала, то этот облик марша я считаю одним из лучших, который когда-либо выпускала администрация. Моим фаворитом по-прежнему является бегун по кругу, но этот скин, честно говоря, выглядит даже лучше и чем-то напоминает метеор. Изначально я не планировал донатить $60 ради этого скина, но после его анонса многие в чате моего телеграм-канала загорелись идеей его покупки, и я в том числе. Придется, видимо, клянчить деньги у жены, чтобы получить этот скин. Уж очень мне он понравился. И последний раздел, который является одним из самых важных для получения нефрита для нас с вами, это нефритовый квест. Касательно доната мы уже разобрались. Покупая пакеты празднования весны, вы получаете нефрит. Помимо этого, за выполнение ежедневных миссий в период мероприятия его тоже можно заработать. Но самая главная фишка для грамотных игроков находится именно в этом разделе. И давайте разберемся с ним подробнее. Первая опция – это трата алмазов. За это вы получаете нефрит. Я проверял на ферме, за 1000 алмазов можно получить 10 нефрита. В этом разделе нет лимита, поэтому я буду использовать свои запасы алмазов для получения текущей валюты. Как я уже говорил ранее, в пятый день события от администрации, совмещая с мобилизацией, алмазы можно использовать особенно эффективно. Следующая опция – это ускорение. Стандартное ускорение можно использовать, совмещая несколько мероприятий в течение недели. 2 часа ускорений – это 10 нефрита. Но главная фишка по-прежнему это ускорение лечения. У меня накопилось приличное количество, так что они пойдут в ход. К сожалению, на замке их использовать не получится. Он закончился буквально вчера. На Литейной также использовать ускорение лечения нельзя, поэтому ребятам из нашей команды предстоит потратить их через палатки в последний день события. А я же буду следить за рейтингом и подсчитывать. Если ускорений хватит, постараюсь заходить в топы. Касательно сбора ресурсов, то тут все просто. Есть лимит в 3000 баллов, который вы с легкостью закроете. Что касается победы над зверями, моя рекомендация остается прежней. Завтра на автоохоте либо руками вы закрываете 6500 баллов, получая хороший рейтинг для именной таблички в топ-25, а остальные 500 баллов можно набрать на маяке в период мероприятия. Вот в целом все, что я хотел рассказать про данное мероприятие. Оно в целом не отличается от последних мероприятий такого формата от администрации. Донат в виде $5 за покупку данного пакета я считаю оправданным, и в ролике я объяснил почему. Не забывайте грамотно расходовать свои алмазы и ускорения в период события. Я желаю каждому из вас достичь тех целей, которые вы поставили перед собой в мероприятии. Будто это попадание в рейтинг топ-25 за именной табличкой, либо погоня за скином за рейтинг в топ-10. И помните, поставив лайк этому видео, ваши шансы на получение бонусов немного повышаются. Да и в целом, вам же не сложно, а мне будет приятно. И ведь я потратил свой выходной, чтобы создать этот ролик для вас. И еще раз хочу вам пожелать всем удачи. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.